В жизни дизайнеры больше думают не о том, как бы и что украсить, а о том, как бы так все некрасивое спрятать, чтобы об это не спотыкаться взглядом. Иногда просто грамотно спрятав все технические детали, интерьер уже получается функциональным и оттого красивым, без лишних декораций. И в этом видео я помогу вам спрятать все раздражающее в ваш эстетический взор. Если вы заранее во время ремонта подготовили нишу в стене для электрощитка и утопили его в стену, то скрыть такой щиток будет очень несложно. Достаточно закрыть его картиной, прикрепленной к стене специальными липучками, и проблема решена. Также можно приобрести специальную, созданную для этого случая, раму для картины или фотографии. Подобную конструкцию можно изготовить и с пегбордом. На нем удобно хранить ключи, очки и прочую мелочь. Но если щиток утопить в стене технически невозможно и он размещается поверх стены, то спрятать его от посторонних глаз будет намного сложнее. Если в прихожей помещается шкаф, то лучше спланировать его так, чтобы электрощиток оказался внутри него. Либо наоборот, если длина кабеля позволяет, то переместить электрощиток можно на то место, где планируется шкаф. Если полноценный шкаф не помещается, то легкую подвесную консоль получится пристроить почти в любую прихожую. Самый простой способ замаскировать черный прямоугольник телевизора – это использовать интерьерные телевизоры, которые вплотную прилегают к стене и могут транслировать статичное изображение, мимикрируя под картину. Изображение можно добавить паспорту. В общем, все сделано для того, чтобы телевизор нельзя было отличить от настоящей картины. Полностью скрыть от глаз телевизор можно и за раздвижными фасадами. Это может быть мебельная конструкция на всю стену, где помимо ТВ будет спрятана еще и большая система хранения. А может быть лаконичная конструкция, созданная исключительно для того, чтобы скрыть телевизор. Такие перегородки могут быть деревянные, из панелей МДФ, из керамогранита или даже рейк. А в классических интерьерах хорошо будут смотреться фасады с картинами или фотографией. На темном фоне телевизор полностью растворяется и почти незаметен. Именно поэтому в современных минималистичных интерьерах так часто можно увидеть большой черный прямоугольник в центре стены в гостиной. Для создания гармоничной композиции объемы прямоугольника формируются разных пропорций, просто расширяя его или добавляя черные полки. А если не хочется создавать сложные конструкции, то растворить телевизор в пространстве можно, просто задекорировав стену за ним черными панелями, рейками или окрасив стену в черный цвет. Но и в светлый интерьер телевизор можно вписать весьма удачно. Чтобы он не торчал одиноким черным прямоугольником на фоне белой стены, его можно сбалансировать легкой черной консолью или узким стеллажом. Либо обрамить декором, например, вписав телевизор в композицию из картин. Так тоже получается хорошо. Есть, конечно, и модели, которые полностью прячутся в консоль и выезжают по требованию, но пока это единичное и очень небюджетное решение. Теперь давайте разберемся, что делать с телевизионными кабелями и прочими проводами, висящими под телевизором. Лучшее, что вы можете сделать для визуальной чистоты и красоты своего интерьера, это продумать все инженерные коммуникации еще до начала ремонта, в том числе определить расположение розеток под телевизор и заранее спрятать в стене кабель-канал для подключения к нему различных девайсов. Но если этого не произошло, то вот несколько способов, как спрятать ТВ-кабели без глобальных изменений. Если стена, на которой располагается телевизор, из гипсокартона, считайте, вам повезло, поскольку внутри она полая и встроить в нее кабель-канал можно всего лишь проделав несколько отверстий за телевизором, чтобы пустить там провода, и в нижней части стены, куда нужно будет перенести розетку, если она была за ТВ. Внизу же будут подключаться и другие устройства. Их, кстати, можно будет спрятать внутри консоли. Скрыть провода можно с помощью накладных декоративных панелей или рейк, проложив их в щели между ними. В тени швов черные провода будут практически незаметны. Еще одно решение, которое можно воплотить даже после завершения ремонта – выстроить в зоне ТВ панель из гипсокартона и внутри него провести провода. Такая панель может быть любой формы, цвета и отделки и послужит не только инструментом маскировки, но и создаст выразительную ТВ-зону. Еще есть отдельно стоящие телевизоры на стойке. У них производителем отвод кабеля предусмотрен через ножки, поэтому их удобно подключать к розеткам, которые расположены невысоко
высоко от пола. Правило «черное на черном не видно» отлично работает и в случаях с кондиционерами. Но в отличие от телевизора, его можно покрасить в любой цвет и тем самым растворить практически на любой однотонной стене. Но учитывайте, что при перекраске внутренний блок кондиционера, скорее всего, снимут с гарантии. Поэтому, если вы не хотите так рисковать и при этом хотите совсем убрать кондиционер с глаз, то можно разместить его в секции шкафа или сделать для него отдельный короб и открывать только на время работы. Только когда планируете такое решение и размышляете о габаритах секции шкафа, помимо габаритов самого прибора обязательно нужно учитывать отступы со всех сторон, которые рекомендуются производителям для конкретной модели. Но подробнее о том, как спрятать различную технику в интерьере, я уже рассказывала в отдельном видео. А есть кондиционеры, которые не нужно прятать и маскировать, а наоборот, можно смело вешать на самое видное место в гостиной или в спальне. В лицевую панель такого кондиционера встроена специальная рамка, в которую можно вставить фотографии или другое изображение. Особенно такое решение хорошо подойдет в классические интерьеры, где современные кондиционеры совсем не вписываются. Разработчики в области вентиляционных систем также не стоят на месте и пытаются удовлетворить требования самых взыскательных интерьерных поклонников. Вместо квадратных пластмассовых решеток и нахлобучек, которые, как ни крути, всегда будут дешевить интерьер, уже можно легко найти минималистичные вентиляционные решетки, которые маскируются под отделку. В центральной части этой решетки можно вмонтировать любой отделочный материал – штукатурку, краску, плитку, паркет и расположить решение на стене, на потолке или хоть на полу. В итоге на виду останется лишь черный элегантный прямоугольник, форму и размер которого, кстати, тоже можно менять как угодно. А щелевые потолочные диффузоры отлично сочетаются с современными трековыми системами освещения, которые, к слову, уже вовсю интегрируют подобные решения в саму трековую систему. Внимательный созерцатель заметит, что в последнее время радиаторы в интерьерах стали все реже скрывать за экранами и все чаще, наоборот, подчеркивать и выделять цветом, и даже расставлять на них акценты. Все это потому, что радиаторы становятся с каждым годом все красивее и красивее, и уже не хочется прятать их за банальными панелями МДФ. Сегодня радиатор можно подобрать под любой характер и стиль интерьера. Строгий, прямоугольной формы или наоборот, скругленный, может быть ультратонкий и почти незаметные, или объемные, фигурные, больше похожие на арт-объект, чем на техническое оборудование. Но если все же архитектура пространства и идея автора интерьера требуют чистоты линий, зону под окном можно закрыть в уровень со стенами и одного цвета с ними. Так панели станут продолжением стены, формируя цельное пространство помещения. Экраны могут быть реечные, перфорированные, из МДФ или из фанеры. И выполнять могут не только роль маскировки радиатора, но и лавочки подоконника и стеллажа для книг, формируя такую уютную зону для чтения. Замаскировать радиатор можно также проверенным способом окрашивания в цвет стены. Но тут я напомню, что чем светлее цвет стены, тем больше будут видны тени от радиатора, а соответственно и он сам. И наоборот, на черном цвете растворить радиатор получится лучше, так как тени почти незаметны. Если спрятать не получается или не хочется, то наоборот, выделяйте цветом. Такой прием часто используется в лофте, но и в других стилях тоже смотрится интересно. Главное здесь делать контраст сильным и поддерживать цвета труб и радиаторов в других элементах интерьера. А если вы не готовы к подобным экспериментам, то сочетание черных радиаторов со светлыми стенами – это надежный, проверенный вариант, который смотрится очень стильно. Обратите внимание на мои курсы по ссылке в описании, поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!